Для нас «Любовь и голуби» такой своеобразный талисман. Коллеги и подписчиков Бэдкомедиан, на новый обзор был выбран фильм Жоры Крыжовникова «Самый лучший день». Я делал обзор на «Горько 1» и «Горько 2» и считаю, что делать обзор на новый фильм Жоры Крыжовникова не имеет смысла. Скорее всего, он также ужасен. Кто за? Единогласно. Фильм ужасен. Подождите! Вы слишком быстро все... Вы слишком быстро все решили. Надо же обсудить. Это же не Горько, это другой фильм. Это караоке-комедия. Тем более фильм спонсировал фонд кино, а он, как мы знаем, плохих картин не выпускает. On the asphalt, underneath our crushed plans. Фильм открывается пьяным полицейским Петром Васютиным, который на одинокой остановке ночью начинает преследовать особо опасную для его либидо женщину по имени Оля. Снегурочка, встань! И казалось бы, мы уже знаем концовку того новогоднего фильма. Но это будет в продолжении, а пока Васютин всячески флиртует классическим киданием снежков, а также пьяным пением под фонограмму. Луч солнца золотого тьмы скрыла пелена. На секунду. Фильм в жанре с новаторским определением караоке-комедия. Беспрецедентный представитель в своем жанре. Это первый. Что, будешь ругать братьев Люмьер за отсутствие сюжета или что? В караоке нужно подпевать. Тут даже титров нет. Наизусть не знаешь? Русофоб. Васютин предлагает Оле руку и печень, но ее это не устраивает. Тогда Васютин делает коронку, перед которой ни одна девушка не устоит. А именно отключение сознания по причине интоксикации организма алкоголем. Ну вы знаете, пьяные мужики такие клевые. Классно потусили, спасибо, что позвала, я пошла. Конечно, это срабатывает. И вот герои уже счастливая пара, правда еще не поженившиеся. И, безусловно, СЛД ужасен. Как минимум в контексте операторской работы. Слишком частое переключение планов и все та же съемка на мобильник. И если в Горько 1 она была оправдана, то тут вставляется по привычке. А как же юмор? Здравствуйте. Весла не переломали? Ну, веслами-то не пользуемся. Мы частями тела работаем. А ну-ка снимем штаны, гражданочка. Теперь только после свадьбы. Нет, фильм точно не ужасен. Да, алло. Да, мама. Я помню хлеба купить. Как оказалось, Петя бесправный мямля. Это же персонаж из Горько. Совпадение. Ну ладно, смотрим дальше. Смотрим, как Нагиев демонстрирует, что некогда он мог примерять маски разных персонажей, а теперь на пике популярности плевать. Все схавают. Сборы и рейтинги на его стороне. Подожди. Ну, глянь, Дай глянь. посмотрю. Чего это, Федь? Если враг... О! Сейчас я чуть-чуть там намандрю. Сейчас чуть-чуть намандрючу. Ладно, хоть имя новое придумали, идиотский парик приклеили. На том спасибо. Так как сношения на природе сорваны звонком мамы, а Оля не ладит с мамой Васютина и кроется в обиде, Васютин идет ва-банк и делает предложение. Помолвка вместе с попойкой намечена на сегодня. Ну а Оле надо ехать на работу. Кто о чем, а Жора о свадьбе. Мало того, что ваш фильм про свадьбу героев, так еще они успевают зацепить свадьбы сторонних людей. Вы что, свадьбофил? Не надо лезть в мою личную жизнь. Давай, возьми невесту, возьми, выкупи ее, положи в рот каравай. Оля доезжает до места работы с заправки, где мы встречаем друзей пары.
ну-ка! Полный бак! Сначала в кассу. Это все те же персонажи из Горько, в тех же образах. Молодой человек, вы не знаете, что это такое написание оригинального сценария. А я Пете позвоню, он тебя за пьянку прав лишит. Он мой лучший друг, Петя Васютин. Друг-то полицейский, но ты-то не священник. К слову, кичиться злоупотреблением должностными полномочиями Пети не только друг пьяница. Девушка, а как вас зовут? А у меня жених гаишник. Он тебя прав лишит. Иди отсюда, пока я твой номер не запомнила. У меня парень гаишник! Все медленно продвигается к свадьбе героев. Оля красуется кольцом, ну а Петя приезжает к маме, роль которой исполняет Чурикова. Невезуха просто, не прет. Полоса черная. Барак Обам. И после подобных шуток кто-то захочет спорить о принципиальной разнице между юмором комедии Enjoy Movies и комедией в стиле Горько. Я Брюс! Полоса черная. Барак Обам. Будучи рохлей и нюней, маме рассказать о свадьбе Петр не решается. Вместо этого он отправляется исполнять свои служебные обязанности. Как вдруг... Здравия желаю. Что случилось? Будьте любезны, ваши документы. Ты меня снимаешь, что ли? Да. Кто так снимает? Дурачок, переверни камеру. Тачку свою бери, ты мне дорогу преградил, видишь? Сука, ты мне весь бампер поцарапал. Ты дебил или глухой, а? Глухой вы совершили. Что ты дебил, да? Что в этом смешного? Как что, мента же опускают? Ну все, тебе заткнись. Предъявите права, пожалуйста. В жоп пошел. Видел? Соточка! Соточка! Ну это та же самая. Опа! Опа! И рублик где-то, рубличек! А это зачем? Просто я в кинотеатр не ходил, что-то пропустил, замотался. Вот, стоит заплатить все-таки на такой уровень смеха. Я просто смеялся. Конечно, после такого поведения полицейский был вынужден на служебной машине певицу увезти к ней же домой и после недолгих уговоров начать с ней водку жрать. Самый лучший день. Доли Зум? Серьезно? Не только же с Гайдаем ассоциации вызывать. Вертиго, челюсти, славные парни. Самый лучший день. Начинается Бухалова, которая полноценно раскрывает Васютина как человека. Заходил вчера, ночью ехать лень, пробыл до утра, но пришла пора. Ни о какой адекватности и тем более любви речи нет. Ну, разве что любви к водке. Образ певицы наоборот немножко закрывается, ведь в песне матных слов нет. Ну а невеста Васютина пока о происходящем не в курсе. Как и я не в курсе, с чего это открывание рта под фанеру начали вдруг называть караоке-комедией. С тем же успехом фильм можно было называть нашим спин-оффом «Звездных войн». Да пребудет с тобой сила. Всегда. Чего не поем, ребята, а? Самый лучший день заходил вчера. Ночью Вот и титры к песням. Пробыл до утра и собрался путь. Ну и ладно, будь. Помолчите, пожалуйста, я фильм пытаюсь смотреть. Это караоке-комедия. Тут и надо в кинотеатрах подпевать. Душа допелась до той степени, что Васютин залезает к певице и сношает ее в день предложения своей невесте.
А невеста в то же самое время лично приезжает к маме Васютина и спрашивает, когда, мол, свататься-то? Мама не рада такому развитию событий и, набрав всю язвительную мощь русского языка, деклассирует Олю. И, казалось бы, зритель должен уже разрыдаться от столь ужасного поворота событий в судьбе бедной Оли. Как вдруг начинает идти дождь, окончательно уничтожая главного женского персонажа. Найди его, пусть мне позвонит. Или когда найдешь, сам позвони. На тебе колес, только найди. Хорошо. А как я позвоню? У меня на телефоне ни копья. На, хватит тебе? Не, мне там минус. Ну, хотя бы с помощью Олиной взятки-то Петю найдут? 50 грамм. Конечно же, алкарь не идет искать Васютина. Он пробухивает деньги Оле в местном баре и успевает спеть один куплет песни «Зеленоглазое такси» перед полноценным погружением в спиртовую Вальгаллу. Спасибо фонду, блядь, кино. Ну, а в этом моменте раскрывается многообразие наций, живущих в России. Какой-то человек пошел трахать жирную продавщицу в подсобку. Читайте между строк. Фильм же по Островскому. Сын родился. Гайдай какой-то! Наркомания — это зло! Очнись! Кто за грудь ухватил? Это я. Ты даешь. Мне даешь ты. Я потрогал только верхушку груди. Она такая мягкая и сочная. У тебя... Господи, уважаемый клоун, вы тоже постоянно шутите на одни и те же темы. Сценаристы и режиссеры у вас постоянно наркоманы. А они, может быть, просто видят мир по-иному, по-другому, вот как я. Кто как провел эту странную ночь? Невеста Петра, например, рыдала. Петр бухал и трахался с первой встречной. А зритель фильма увидел эффект ЛСД. Наутро же с подачки бати, которого играет Боярский, и алкодруга, наш доблестный полисмен, первым делом отправляется в очередное бухалово. Но само собой персонажи ведут себя как конченые мрази, ублюдки и гопари, докапываясь порой до абсолютно случайных людей. Наша громадка, голова шик-шик. У кого-то это, видимо, вызывает смех. У меня же это вызывает желание отменить мораторий на смертную казнь. Вы что, поспорили с Быковым, что сможете снять ремейк его фильма «Майор» только в комедийном жанре? Мы так летали, что не заметили твою мать. И она сказала, что ты просто супер. И
давайте расставим точки над «и». Как пример, одна из самых популярных комедий десятилетия «Мальчишник в Вегасе». Там персонажи попадают в водоворот жести и беспредела, ставят под угрозу здоровье окружающих, но это не сама цель — творить жесть и угрожать здоровью. Персонажи в «Мальчишнике» не садисты и моральные уроды, по крайней мере, доминирующая часть героев. У них нет желания, например, на полной скорости вкатить на пляж, сбить полицейского. Тут не подойдет сравнение, мол, они под наркотой обоссали бассейн Тайсона. Герои самого лучшего дна даже не под сильным воздействием. Они просто уроды и хотят разрушать все вокруг. Щенок! Щенок! Каналья, тысячи чертей! Зенит! Какие еще фразы из моих уст считаются шуткой? Некоторые собутыльники Васютина в комментариях говорили, что я оболгал фильм. Мол, все совсем не так, и Васютин неплохой, ведь его каждый раз уговаривали пить водку. А значит, ни измена, ни беспредел не считается. Уважаемые любители водки, запомните раз и навсегда. Алкоголь является отягчающим обстоятельством, а не оправдывающим. Естественно, Петя никому ничего не сообщил, и невеста узнает о пропавшем женихе через уста Хабалки. И стримглав Оля едет к дому разлучницы, где накал трэша спадал, и вроде Васютин собирался ехать жениться. Но тут ему внезапно предложили стакан бухла. За тебя, Оля. Самый лучший день заходил вчера. Ночью ехать лень, пробыл до утра и собрался в путь. Ну ладно, будь. И казалось бы, брось уже невесту и уходи. Зачем так унижать и издеваться? Но какой герой, такая и история. Оля разбивает машину и вроде успокаивается, но дома нарывается на мать. Ты поняла, как мать не слушать? Поняла? Да, иди ко мне на коленочки, иди. Но Васютину насрать, ведь есть давалка и есть водка. Какая любовь, какая невеста, какие законы Российской Федерации, я ж бухой, блять. Впервые Алина Шопых прокомментирует все происходящее. Я выхожу замуж за Васюкина. С кем нам? Вокзал. Со всей страной. У вас такая реакция, будто Малахов начал решать проблемы, а не разводить пиздеж ради пиздежа под покрывалом решения проблем. Тьфу на тебя. Ну, я не знаю, я не удивлен. Вот если бы водка подешевела, я бы прямо сейчас скончался от счастья. Ты бы скончался, если бы Жора внезапно тебе непомойного алкаша сыграть предложил. Это не смешно. Падение. Вот что действительно смешно. Каким-то неведомым образом Оля умудряется перебороть нервный срыв. После всего паскудства она выходит из депрессии, улыбается и даже поет. И да, это именно та сцена, которую почему-то с одним и тем же текстом запостило множество миллионных пабликов. Запостило в целях продвижения искусства в массы. Многие скажут, ну это маркетинг. Те многие, которые почему-то недовольны лживыми репортажами с ТВ, где заявляли о том, что «Отечественный воин» ни разу не ремейк. В чем разница одного лживого маркетинга над другим, я не особо понимаю, как и не понимаю красочных эпитетов вроде «виртуозная», «невероятная», «мастерская», направленных на эту сцену от именитых кинокритиков. Ну ладно, я Черри, не холоп с Ютуба, но критики как минимум должны знать, с чем сравнивать. Данная сцена же не новый жанр, тут уникальный быть не получается. Подобных сцен ВОЗ и маленькая тележка. Я понимаю, когда виртуозно сняты называют сцену из «Славных парней», где солнце не освещает актеров и нужно думать о свете, где фанера отсутствует и нужно задуматься о записи звука, при этом необходимо, чтобы в кадр ничего лишнего не попало. А проходка большая, и при этом персонажи ведут диалог, и массовка живет. Я понимаю, когда виртуозные называют сцену из фильма «Дитя человеческое», где в кадр ко всем проблемам выше прибавляется суровый экшен со стрельбой, танками, а следовательно с последствиями от выстрелов вроде битого стекла, а также последствиями детонации снаряда. И все это на нескольких площадях, этажах, комнатах с огромным количеством
количеством задействованных лиц, которые что-то доделают, кричат ли с оторванными ногами, либо бегут и сражаются. Ну, это Голливуд. Окей, сцена из фильма круто сваренной, где герои зачищают 2 этажа без склеек, при этом постоянные взрывы и следы от выстрелов делаются с помощью кнопки, никакой графики. Из современного «Честь дракона», где герой несколько этажей и комнат портит противникам организм ударами. При этом действие происходит как внизу, так и на этажах. И жуткому таймингу должны следовать все задействованные герои, ведь их просчеты будут заметны. Это не просто сцена, снятая одним дублем. Это непрерывный танец, засинхронизированный с движением камеры. Ну, это азиаты. Окей, отечественный фильм «Русский ковчег». 1:27 минут снято без склеек. При этом создатели успевают рассказать историю. И не было Бёрдмана со склейками, и не было фраз «Российское кино с колен встает». 2002 год на тот момент. И на тебе, первый полнометражный художественный фильм, снятый без использования монтажа. Тут тебе и массовые сцены, и танцы, и диалоги, но, безусловно, виртуозной назовут сцену 2015 года, которую заснять, имея на руках нужное оборудование, и людей не составит труда. Ну, у нас вообще клип, поэтому виртуозно, как клип. Удивить подобным методом съемки довольно часто пытаются западные клипмейкеры. И напомню, это не полнометражные фильмы. Отечественный клип. Как пожелаете. В 2014 году некие Боня и Кузьмич из Перми сняли пародию на зарубежный клип, который также был снят одним дублем. И данная пародия включает в себя практически все то, что было удостоено фраз «встает с колен», «виртуозное», «мастерское» и так далее. Но при этом, в отличие от самого лучшего дна, Боня и Кузьмич не получали бюджета из фонда кино. Такое, блядь, ощущение, что отечественные критики вскоре будут кричать: «О господи, у них горизонт в кадре не завален! Виртуозное удержание камеры». А паблики подхватят: «Когда увидел незаваленный горизонт, понял, что российское кино выпрямилось и полетело в космос». Ну а первая караоке-комедия продолжается. Персонаж, которого действительно жалко, а именно Оля, справляется с разбитым сердцем. И тут же подскакивает ублюдочный Васютин, который напрямую в лицо человека, над которым уже поиздевался, говорит: «Меня из ментовки уволили, а теперь я женюсь, но не на тебе». На этом Васютин не прекращает издевательство над девушкой. Та вроде держится и уже прощается. Пока. Пока. Но Васютин не отстает. Он продолжает рассказывать вещи, от которых Оле становится больно. У нас с ней как-то с первого взгляда, ну почти с первого взгляда получилось. И в конце концов последняя срывается, целует Васютина, бьет по роже и убегает. Но Васютин считает, что Оля недостаточно страдала. Жалко тебя, сейчас прямо расплачусь тут. Ты мне не звони. Потом. В Москву дорого будет. Извините, а по сценарию мама Васютина — это сестра папы Васютина? Нет. Странно, это объяснило бы поведение их сына. Что самое удивительное, измена, алкоголь, кутеж — все это можно подать забавно, без эффекта, комедийно. К слову, тот же «Осторожно, модерн». Но посмотрите, как подается здесь. Главный герой жестокий, бесхребетный выродок. Издевается над девушкой, которая в него влюблена, над случайными людьми. При этом даже черной комедией самый лучший день не назовешь. Никакого цинизма, никакой насмешки. Просто наблюдайте за страданиями. А почему смеетесь? Почему это? Ну, комедия же. Ну а далее Васютин готовится к свадьбе, на этот раз на известной певице. Под словом «готовиться» я подразумеваю словосочетание «нажраться еще сильнее». Налей. Только немного. Сегодня же праздник. Какой? Сегодня первая пятница на неделе. Сегодня понедельник. Понедельник сегодня. Конечно, после Нажиралова практически в смертельных дозах герои идут свататься. Давай, суть, засовывай палец в кольцо. Ты ведь хочешь быть женой? Говори, да, говори.
на колено вставай, букет к невесте. Батя! Браво! О! Это все, да? Очевидно, нет. Еще несколько лет пьянства, друзей-собутыльников, безработица, рукоприкладство. Ну а в конце счастливой семейной жизни, если повезет, то... Что-то не того. Певица разносит женишка и всех пришедших, которые, к слову, с территории участка пытались стащить имущество. Все это происходит на глазах у брошенной невесты Оли. Самому Пете плевать на происходящее. Мать в истерике, ссоры, крики, а ему плевать. А как итог, спокойный сон в автомобиле. Ведь как иначе, когда другой набуханный бухарик за рулем везет счастливых граждан. А везет он их, если не к апостолу Петру, то уж точно за очередной стопкой водяры. И лучше выпей, ну что ты, а? Отказывается пить. Он пятый час не пьют, мне одному за их приходится наверстывать. Прошу признать сведения о том, что потребление происходит лишь подобными скотами и лишь в подобных количествах, распространенной Жорой Крыжовниковым, не соответствующими действительности, порочащим мою честь и достоинство, взыскать создателей компенсацию причиненного морального вреда. Внезапно батя Бухарик начинает деклассировать сына Бухарика на тему бухла. Мол, дебил ты, жизнь по наклонной пошла. Хотя сам батя Бухарик в разрушении жизни сына Бухарика принимал наиактивнейшее участие. Да это девчонка с заправки. Это все, что у тебя хорошего в жизни-то и было. И ты просрал. Заканчивать надо с этим. Заканчивать. Ты знаешь, что делать. Эх, жизнь-то единственное, что у тебя было. И ты просрал. К сожалению, нет. Герой приходит на заправку, начинает орать и беспределить. Ну, все как полагается, когда ты виноват. Оля, выйди сюда! Гадина, я знаю, ты Что здесь! ты орешь? Оля! Поздно! И у меня другой, на джипе. Да какая джипе? Что делаешь? Сначала мы хотели, чтобы он ей лицо разбил, но потом подумали, что это слишком смешно, поэтому от этой идеи отказались, конечно. Да. Естественно, отказ от сношения вызывает очередные приступы агрессии у пьяных существ, что вчера поднимались по эволюционной лестнице, споткнулись о бутылку, и теперь обезьяны считают их деградантами. Бедные женщины кое-как дают отпор и закрепляют это танцем, включающим в себя трение грудью о лобовуху. Ты просил найти выход, а выход только такой. Давай, давай, давай! Ты просил найти выход, а выход только такой. Хуй, моя. Да твоя. Тем временем у создателей заканчивается питание в камерах, и поэтому они переходят на съемку мобильным телефоном. Знаешь, Оля, кто ты? У меня такая беда была. А ты, Оля, ты ко мне одним местом повернулась. Как? Я не пойму, создатели хотят нас на его сторону переманить? Типа, Оля должна была это мудацкое поведение терпеть? Да, должна была терпеть. Я трахожу всех на ее глазах, и она должна была молиться на меня. Жора, мужик, бля, все правильно снял. Мужик. Твоя жена. До каких пор терпеть будет? До конца жизни. Третьего дня повесилась. Ты же говорил, завязал. Не надо так говорить, не надо так говорить.
Интересный факт. Словосочетание «караоке-комедия» было придумано для тех, кто не смог на переозвучке нормально попасть в губы. На самом деле могли вообще не запариваться и подставить все куплеты под один кат. Что у любви у нашей села батарейка. Ой, я ее батарейка. Надо же, будто так и было. В состоянии безработного отщепенца, поющего в караоке целыми днями, Петя существует до зимы. Попытки наладить отношения заканчиваются провалом. Подружка шлет, мама Оли тем более шлет, но под Новый год у Васютина созревает план. Можно пожать вам руку? Право, это одна из самых гениальных концовок в истории кинематографа. Я даже ничего своим гнилым языком говорить не буду. Давайте посмотрим вместе. Я люблю тебя до слез. Оль, ну вот перед всеми прошу, прости ты меня, а? Не прощу, Петя. Прости ты его! Как простить-то? Он не понял. Я не могу. Прощать надо. Ладно! Прощаю! Ну перед всеми прошу, простите меня! Ладно! Прощаю! Нет, серьезно, как это работает? Просто ладно! И почему мамаша Оли и Олина подружка внезапно стали уговаривать вернуться? Ведь чуть раньше что мама была против, что подружка была против. Или на эту дыру в сюжете сценарист воскликнул: Ладно! В общем, до следующей девушки в лучшем положении, чем Оля, пара воссоединяется. Кроме униженной во всех смыслах невесты, которой изменили и над которой издевались, светит лицом мужик, который трахал левую бабу, пока его жена рожала ребенка. Тут же алкарь воссоединяется со своей. И на основе всей этой грязи персонажи танцуют и поют индийский танец, а также делают друг другу предложения руки и сердца. Кинь свой большой, огромный, колоссальный букет. Пусть ее возьмут следующий. Пусть ее возьмут. Самый лучший день! А смысл какой, если и так схавают? Все равно в конце услышишь: Ладно! Прощаю! Итак, главный герой-алкаш, маменькин сынок, готовый делать что-то, полагаясь лишь на собственную выгоду. Бухач в фильме только ради бухачи, ну а звон стаканов заглушает лишь скотский ор и крики персонажей. И да, почти все персонажи ведут себя по-скотски. Конечно, постоянно вылазит съемка на мобильный телефон по поводу и без, а также свадьбы. Представляю, если бы Жора Крыжовников снимал бы фильм, например, про киллера. Ну где свидетель? Свадьба начинается. Вот он. Я свидетелей не оставляю. Я ведь жених. Высказывались сомнения, что герои простые, что история такая незатейливая. Вот. Я всегда приводил в пример «Любовь и голуби». Если сравнивать «Любовь и голуби» с фильмом «Самое лучшее дно», сразу становится ясно, дело не в простоте. Дело в том, что в одном фильме скоты, а в другом фильме люди. В одном фильме притворяются, а в другом живут. Вместо реальных персонажей, мотивы которых ясны, у нас тут Петя Васютин, который в день помолвки решил изменить по причине жгучего желания режиссера организовать конфликт героев, что образовало гипертрофированного, жестокого, морального урода в центре сюжета. Выйди сюда, гадина! Вместо конфликта город-деревня тут высокомерная певица, которая от местных отличается лишь тем, что постоянно матюкается и постоянно много бухает, а также постоянно делает селфи. Вместо высмеивания алкоголя просто его потребление. Вместо осознания, что жить без любви и семьи нельзя, тут запасной аэродром. Ну а чё, лучший вариант ушел, вернусь где дают. И, конечно, вместо долгого пути к прощению, выключение на какое-то время агрессии и конь с песней. Чё не поем, ребята, а? Спасибо за день, спасибо. Нет слов. Итак, голосуем. Фильм ужасен. Кто за? Не, ну, честно говоря, блядь, да.
Я в кино подеградировать хожу, а тут, блядь, ну чё я текст читать должен-то, блядь, ну ёпта. В Горько, ну жизнь была, жизнь! Да, что-то не зашел, бля, фильм вообще. Ну, если вы оба считаете, что «Самый лучший день» ужасный фильм, то я даю слово режиссера. Больше не снимать кино. Видимо, бывшего. Русский режиссер фильмов про водку бывшего. Не... Сборы фильма 10 миллионов долларов. Какого хера я тут с вами сижу? Мог бы еще 8 таких снять. Господи, боже мой. И сценариста своего заберите. Че не бугуртим-то, ребята, а? Зачем на это ходят? Где обзор на мафию? Блин, опять водка, сношение и булэ на экране. А чего была толпа мужиков, которые пузами трясли на камеру? Блин, охуеть, и пи***ц на... Asses